Всем привет! Меня зовут Таня, и вы на канале Мама в творчестве. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как я делала вот такой вот замечательный венок из природных материалов. Мне кажется, его можно использовать как для осеннего, так и для новогоднего декора. И если вам интересно, тогда смотрите видео дальше. Итак, мне понадобится основа. Эту основу я делала сама. Как ее делать, я оставлю ссылку в описании. Предварительно скрутила шарики из сизали. У меня шарики двух цветов. И буду приклеивать при помощи горячего клея. После того, как я приклеила все шарики из сизали, я начинаю приклеивать природные материалы, которые у меня есть. Если вы смотрите мои видео, то уже наверняка видели видео о том, как я сушила каштаны и желуди. Если нет, я оставлю ссылку в описании под видео. Также у меня были косточки от персика. Я их тоже просушила и теперь буду использовать в своей работе. В общем, это творческий процесс. Вы можете добавлять любые элементы, которые вам нравятся. У меня также здесь еще будут косточки другие, которые я предварительно собирала летом, не выбрасывала и просушивала на даче. Особенно хорошо подходят маленькие косточки, когда нужно заполнять пустые места, либо хорошо подходят также шляпки от желудей. Поэтому не выбрасывайте, собирайте в следующем году. Также маленькие каштаны у меня были, тоже их использовала в предыдущих своих композициях. В общем, все пригодится.
Итак, друзья, вот такой веночек из природных материалов у меня получается. Его можно использовать как осенний венок, так же как и новогодний, мне так кажется, венок будет хорошо смотреться. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые видео на моем канале. Заходите в гости в Инстаграм, буду вам очень рада. Там больше фотографий и живого общения. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.